Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 9 января, понедельник. Как всегда, последние новости. Сегодня они у нас важные, я бы сказал, стратегического характера, поэтому приступим. Позавчера Вашингтон-Пост во время Рождества по юлианскому календарю опубликовала важную статью. Это было мнение, написанное Кондолизой Райс и Робертом Гейтсом. Я вам напомню, что Кондолиза Райс – это была госсекретарь Соединенных Штатов Америки, то есть министр иностранных дел, во времена президента Джорджа Буша-младшего. Роберт Гейтс, я бы сказал, более важная фигура в этом тандеме. Я за ним слежу давно, еще с середины 80-х годов прошлого века, и считаю его одним из умнейших политиков, аналитиков, стратегов Соединенных Штатов. Его карьера просто потрясает. Это не политикан, это профессионал, аналитик и крупный руководитель. Он начал политическую карьеру еще при президенте Рейгане, был главным аналитиком ЦРУ по Советскому Союзу, затем был первым заместителем директора ЦРУ Уильяма Кейси, а затем в связи с его болезнью нужно было назначать нового директора ЦРУ, и Роберт Гейтс был выдвинут президентом Рейганом на эту должность. Правда, Гейтс снял свою кандидатуру с этой номинации, поскольку ЦРУ тогда оказалась замешанной в достаточно острый скандал Иран-Контрас. Потом он все-таки был он директором ЦРУ, был министром обороны, ну и вообще это одна из самых умных, информированных и светлых личностей в экспертном сообществе и политическом Соединенных Штатов Америки. И статья, которую они написали, очень важная, потому что они впервые в американском политикуме и вообще в западном выдвинули идею, что ставки настолько высоки сейчас в Украине в связи с путинской агрессией, что Соединенные Штаты и НАТО не должны опасаться идти на прямую конфронтацию с Россией. Этого еще до сих пор не говорил никто. То есть прямая конфронтация с Россией, как вы понимаете, это война. И вот эти два важных, опытнейших государственных деятелей и аналитиков говорят, что оно стоит того. Ставки настолько высоки, что нужно быть к этому готовыми и этого не бояться. Ход их мысли. Ну, во-первых, оба автора статьи имели прямые контакты с Путиным, когда они занимали соответствующие государственные должности. И вот они говорят: мы неоднократно имели дело с Путиным, и мы убеждены, что он считает, что время на его стороне сейчас. И что он может, затянув ситуацию в Украине, немножко ее заморозив, добиться того, что Украина превратится или полностью failed state, Запад устанет, помощь начнет иссякать, и не мытьем, так катаньем Путин своего добьется. Чего он добивается? Здесь они совершенно согласны с Збигневым Бжезинским, что Путин хочет или же подчинить полностью Украину своему контролю, или же превратить ее в failed state. Для этого программа минимум у него сейчас состоит в том, чтобы вот 4 новых области, которые они задекларировали, аннексировали после февраля 2024 года, оставить за собой все, что было аннексировано с 2014 года. Аннексировано, я имею в виду, Крым, и также поставлено под контроль Донбасс. Ну и дальше начать переговоры. То есть программа его минимум, наиболее оптимальная и реальная, как считают авторы статьи. Это не какие-то там новые глобальное наступление Путина в Украине с целью завоевания новых земель, а вот оставить ныне существующие земли под контролем,
затянуть время, пойти на переговоры, и таким образом вот его стратегическая задача. Значит, они считают, что этого нельзя допустить. Никоим образом нельзя допустить того, чтобы в нынешней ситуации начались переговоры, потому что это будет фактически на руку Путину и будет работать на его стратегическую задачу. Это неприемлемо, как пишут Гейтс и Райс. Что нужно сделать в этой ситуации? Единственный способ избежать такого сценария – это срочное предоставление Соединенными Штатами и их союзниками Украине значительно увеличение военных поставок и количества и качества оружия, достаточное для того, чтобы Украина смогла оттеснить российские силы на востоке и западе. Чувствуете, насколько это идет в разрез буквально, лоб в лоб теми заявлениями, которые недавно доносились из Западной Европы, из Соединенных Штатов Америки от некоторых политиков, что, может быть, переговоры надо где-то. Даже председатель комитета начальников штабов генерал Милли недавно говорил, что ситуация такая настолько подмороженная уже, не движется ни в одну, ни в другую сторону, может быть, начать переговоры. Здесь совершенно другой подход. Нужно взломать эту ситуацию путем массированного поставки Украины ударных систем вооружения. По словам авторов статьи, Конгресс США выделил достаточно денег на следующий год. Речь идет о 45 миллиардах долларов. Кстати сказать, статья была написана вскоре, буквально после того, как администрация Байдена объявила о последнем пакете, крайнем, скажем так, пакете помощи Украине в размере 3,75 миллиарда долларов, которые вошли в БМП. По мнению Райс и Гейтс, это хороший шаг в правильном направлении, но он должен рассматриваться только как первый или полушаг, за которым должно последовать остальное. Нужны тяжелые танки. По их мнению, отправка американских тяжелых танков сопряжена с серьезными логистическими проблемами. Это то, о чем я вам говорил уже не то что недели, несколько месяцев. В этих условиях, по мнению авторов статьи, союзники Соединенных Штатов по НАТО, которые имеют тяжелые танки в своем распоряжении на территории Европы, должны сказать свое слово. То есть Германия, другие страны НАТО должны предоставить эти тяжелые боевые танки, а также ракеты большей дальности. Ну, что касается ракет, то это должны сделать и союзники по НАТО, и Соединенные Штаты Америки. Современные беспилотники дальнего радиуса действия, значительные запасы боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, больше средств разведки и наблюдения, а также другое оборудование. И все это должно быть поставлено в течение недель, а не месяцев. Авторы статьи отмечают, что в последнее время ряд представителей Конгресса США начал говорить, что почему это нас должно волновать. Но тут имеется, они не называют кто, имеется в виду прежде всего представители республиканской партии. Хотя я должен сказать, и Кондолиза Райс, и Роберт Гейтс – это представители республиканской партии, причем выдающиеся представители, которые, в частности, Гейтс, он с республиканцами, собственно говоря, он начал карьеру еще при Никсоне, но при Рейгане его карьера уже расцвела, он был один из ведущих деятелей команды Рональда Рейгана. Так вот, значит, это так называемые неорейганисты, о которых я вам тоже говорил, что это нормальные люди, это стратегии, они все понимают. Так вот, значит, они отвечают своим же сопартийцам, которые говорят, почему это нас должно волновать, это не наша битва, не наша война.
И здесь Райс и Гейтс напоминают, что Соединенные Штаты и в 1914 году, и в 1941, и в 2001 годах они узнали, что когда вот возникают такие крупные конфликты, то рано или поздно Америке приходится в них принимать участие. Ну, 2001 год имеется в виду, видимо, те решения, которые были приняты администрациями США для вторжения, ну, во-первых, для войны с режимом Саддамом Хусейном, затем введение войск в Афганистан и так далее. Но 1914 Первая мировая война, 41 Вторая мировая война. То есть главный вывод из этих всех исторических событий состоит в том, что нельзя оставлять безнаказанной агрессию и нападение, когда одна страна нарушает верховенство закона, нападает на другую, и таким образом это приводит не то что к турбулентности, это приводит к кризисам в мировом масштабе. И сейчас, по их словам, это уже чувствуется. Это чувствуется уже на рынках практически всего мира. То, что затеял Путин, нанесло удар по экономике, в принципе, в мировом масштабе. Уже имеет место инфляционные последствия, торможение роста, вызванное односторонней агрессией Путина. И вот важная мысль. Лучше остановить его сейчас, пока от Соединенных Штатов и НАТО в целом не потребовалось еще больше. То есть промедление, ну не то что смерти подобное, оно приведет еще к худшим результатам, как показала ситуация Первая мировая война, как показала Вторая мировая война. В этой связи авторы статьи отмечают, во-первых, они вспоминают последний визит Зеленского, его выступление в Конгрессе Соединенных Штатов, где он фактически повторил лозунг или тезис, или просьбу, или, как они здесь пишут, мольбу Уинстона Черчилля в феврале 1945 года. Дайте нам инструменты, и мы закончим работу. Так вот, авторы пишут, мы согласны с тем, что администрация Байдена стремится избежать прямой конфронтации с Россией. Однако ободрившийся Путин может не оставить нам другого выбора. Способ избежать конфронтации с Россией в будущем, и еще на более высоком витке, это помочь Украине дать отпор захватчику сейчас. Это и урок истории, которым мы должны руководствоваться, и он придает срочность действиям, которые должны быть приняты сейчас, пока не стало слишком поздно. Таким образом, это призыв к тому, что в случае необходимости не надо, то есть идея о том, что не надо вступать в прямую конфронтацию с Украиной, нужно ее, с Россией, нужно отмести ее в сторону. Это не должно быть табу. Ставки гораздо выше, чем эта прямая конфронтация. Ну, при этом обратите внимание, здесь ни слова не говорится о опасности ядерной войны, этой отговорки, которая слышится уже несколько месяцев, которая является следствием то ли доверчивости, то ли добросовестной веры на угрозы Путину, которая до последнего времени как-то так проявляла себя, когда речь заходила о том, что надо более активно помогать Украине и поставлять более летальное и более эффективное оружие. В этой статье об этом ни слова, что еще раз говорит о том, что опасения в связи с выходом этого конфликта, войны, на виток ядерного конфликта между двумя странами, эта идея от опасений идет на убыль. А что касается идеи прямой конфронтации при помощи конвенционального оружия, то авторы статьи вполне ее допускают и считают, что этот вопрос нужно решить лучше сейчас, чем позже. То есть я помню в свое время один из умов
величайших 20 века, когда речь шла о Путине, простите, о Путине, тогда речь шла о фюрере, о его духовном отце Путина. Он проронил такую фразу, что нужно задушить этого уродца в его колыбели. Ну вот так примерно ставит вопрос Роберт Гейтс и Кондолиза Райс. Что же произойдет дальше? Еще раз я вам повторяю, если слежу за ним за Робертом Гейтсом давно, и его мысли имеют тенденцию превращаться в практические дела на политическом уровне достаточно часто. И вот сегодня Sky News британская нам объявляет. То есть, еще раз вернусь раньше. Главная мысль этой статьи Гейтс и Райс заключается в том, что нужно поставить тяжелое ударное вооружение немедленно, и это включает в себя танки, тяжелые танки. И я неоднократно вам рассказывал, в чем проблема этих танков. Ну, помимо того, что они тяжелые в обслуживании и так далее. В Европе. В чем проблема в Европе? В Европе проблема в том, что ни одна из стран не хочет делать это первой. Как-то надо это сделать или всем вместе, или пусть одна из стран возьмет на себя это лидерство, которое не боится. Ну, то есть это нужно, чтобы одна страна бросила перчатку в физиономию Путина фактически. Это так будет воспринято в Кремле. И вот сегодня Sky News сообщает, ссылаясь на свои источники, британская телесеть, телекомпания, о том, что правительство Великобритании обсуждает вопрос о возможностях поставки британских тяжелых танков Challenger. Речь об этом, переговоры, вернее, обсуждения идут уже несколько дней в соответствующих ведомствах правительства Его Величества. Речь идет пока о поставке 10 машин. То есть не бог весть какое количество, но дело здесь не в нем, не в количестве. Речь идет именно о том, чтобы прорвать вот этот барьер, чтобы сделать первый шаг, за которым должны последовать остальные. Должна последовать прежде всего Германия, Польша может последовать, Испания может последовать. Затем через Польшу уже могут последовать танки из Южной Кореи, ну а там и Абрамсы. Абрамсы на подходе должен. Первый шаг, который сейчас обсуждается. Решение не принято, но, судя по тону сообщения статьи Sky News, правительство Великобритании близко к этому. В статье напоминается, что следующее заседание контактной группы по Украине, группы «Рамштайн», должно состояться 20 января, и предполагается, что именно или накануне, или во время этого заседания будет анонсировано о этом решении. Еще раз подчеркивается, что это не станет переломным моментом в военном плане, но это должно стать тем первым шагом, который до сих пор, уже 11-й месяц, не могут сделать страны, европейские страны НАТО. Ни одна из них не берется, не взяла на себя решимость, готовность сделать этот первый шаг. Дай бог, чтобы этой первой страной стало правительство в Великобритании. Сегодня же произошло еще одно важное событие. Швеция, Финляндия. Мы так долго ждем. То есть, с моей точки зрения, их присоединение формально к НАТО фактически было бы открытием, равнозначно в какой-то степени открытию второго фронта, поскольку в этом случае Россия должна была разместить бы там, на северо-западе страны, какую-то военную группировку для потенциального сдерживания вот этих новых стран НАТО. Ну и вы знаете, что до сих пор, почему эти страны не приняты, потому что есть две страны, одна Венгрия, другая Турция, которые пока не дали добро
на формальное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Венгрия должна сделать это в течение следующих нескольких дней. То есть не дней, простите, а недель, причем ближайших недель. Что касается Турции, то здесь дело зашло в тупик. В Швеции сформировано новое правоцентристское правительство. И премьер Улов Кристерсон вчера, выступая на каком-то форуме в Стокгольме, заявил, что правительство Швеции исчерпало возможности удовлетворения дальнейших требований Турции, которые та выдвинула в качестве условия одобрения вступления Швеции в альянс. В частности, Швеция согласилась снять эмбарго на поставку оружия, произведенного в Швеции, в Турцию. Это была очень важная просьба Турции, поскольку шведское оружие считается очень эффективным и очень современным. Кроме того, Швеция пообещала содействовать или совместно с Турцией бороться с терроризмом. Она также пообещала свернуть какую-либо деятельность, которая может так или иначе вызывать подозрения в том, что Швеция помогает курдам. Это самый наболевший вопрос для Турции, поскольку в Швеции есть довольно существенная группа иммигрантов курдов, которые сумели достигнуть серьезных позиций в политической жизни, в общественной, политической, в экономической жизни страны. Если я не ошибаюсь, там один из представителей или одна из представительниц курдов даже в парламент была избрана. Журналисты там есть, видные, курдские. Так вот, Швеция обещала как-то так свернуть эту то ли иммиграцию, но из тех, которых приняла Швеция уже курдов, которым дали политическое убежище на основании решения суда, некоторых из них Турция требует экстрадировать, несмотря на решение шведского суда. В частности, речь идет о одном, самый главный камень преткновения – это журналист Бülent Кенеш, бывший главный редактор газеты Today's Zaman или Zaman. Вот Турция требует его экстрадиции, несмотря на то, что Стокгольмский суд принял решение отказать в этой экстрадиции на основании того, что существует понимание, вернее, что существует вероятность, что, значит, шансов более 50%, что если он будет экстрадирован, то в Турции он может быть подвергнут пытками. И вопрос этот стал ребром. Он стал как политически принципиальный вопрос в Швеции. Ну, проявлением этой принципиальности стал недавний опрос общественного мнения, в ходе которого 79% опрошенных шведов заявили, что нельзя никоим образом поступаться в принципе закона. Верховенство закона более важно, чем скорейшее вступление в НАТО. И можно подождать подольше, значит, с этим вступлением, но настоять на верховенстве закона. И это принципиальная позиция, потому что, ну, насколько я понимаю из этой статьи, видимо, судьба журналиста Кенеша решалась на основании Конвенции ООН против пыток. Это международная конвенция, участниками которого являются практически все страны, та же самая Турция. И там написано, что если более 50 вероятностей того, что вот этот человек, будучи экстрадирован туда, куда его просят экстрадировать, будет подвергнут физическим или ментальным пыткам, то экстрадиция такая не допускается. То есть фактически Турция сейчас выступает за то,
требует Швецию нарушить эту конвенцию и ставит это как условие для одобрения вступления в НАТО. Но я бы сказал, что это наглая позиция, вызывающая позиция со стороны Турции, потому что проблема не только в Швеции. Я знаю эту статью, Конвенцию против пыток, и знаешь, как она важна для любой западной страны, в принципе, на собственном опыте. Где-то в первой половине 90-х годов был очень подобный, похожий кейс здесь, в Соединенных Штатах Америки, когда один известный в России бизнесмен бежал из России в Соединенные Штаты Америки, Россия затребовала его экстрадиции. И для того, чтобы договориться, Кремлю это было крайне важно, даже не Кремлю, а спецслужбам и Советского Союза, потом Российской Федерации. Было очень важно вернуть его обратно, потому что он слишком много знал. И для этого сюда, в Вашингтон, приезжал генеральный прокурор России. И он встречался с генеральным прокурором Соединенных Штатов Джана Трино. И просил, накануне две страны подписали первое соглашение уже России, как государства, нового государства, и Соединенных Штатов Америки о правовом сотрудничестве. Соединенные Штаты были вдохновлены этими новыми тенденциями в двусторонних отношениях, ценили это сотрудничество, видели большое будущее. Российская сторона поставила вопрос ребром: если вы хотите, чтобы мы сотрудничали, выполняли это соглашение, отдайте нам этого человека. И Джена Трино, генеральный прокурор Соединенных Штатов, согласилась. Она сказала: да, мы отдадим. Соблюдем закон, проведем это через различные судебные инстанции и так далее. И так получилось случайно, что иммиграционная служба Соединенных Штатов Америки пригласила меня в качестве эксперта, потому что россияне буквально за 4 дня из Москвы, за 4 дня до слушания в иммиграционном суде в Вашингтоне, из России начали поступать документы в поддержку ее требования об экстрадиции. Документы все были на русском языке, и их было 1000 страниц. За 4 дня до суда. Но миграционная служба не знала, что делать, как в них разобраться. И так случайно пригласили меня, чтобы я разобрался во всех этих документах. Я разобрался во всех этих документах, и мой вывод был такой, что путем запроса на экстрадицию Россия хочет прикрыть крупнейшее отмывание, вернее, воровство в размере более миллиарда. Тогда это была чудовищная цифра. Таких денег уже к тому времени в закромах Российской Федерации не было. Нечем было кормить страну. Так вот, это $1 миллиард, часть так называемого золота партии, вот она оттуда уплыла, и для того, чтобы прикрыть, они хотели выдернуть этого человека. Я все это объяснил. Так получилось, что иммиграционная служба США решила проигнорировать мое мнение и постановила о том, что надо его экстрадировать. То есть они полностью признали российскую точку зрения, даже не читая те документы, которые прислала Россия. Подтверждение, своего кейса. А там то, что я сказал, было написано чисто на русском языке. Естественно, в Москве понимали, что никто за 4 дня не будет читать эти 1000 страниц. Но так получилось, что его уже одели, вещички собрали. И так получилось в последний момент. Один хороший адвокат в последнем броске в 11 часов добрался до Федерального суда Соединенных Штатов Америки. Это остановили. И дело было переведено в Федеральный суд. И вот я там выступал один день, было где-то 5,5 часов с часовым перерывом на ланч, где рассказывал про то, что было написано в этих российских бумагах, о которых иммиграционная служба не доложила суду, который принял решение об экстрадиции. И вот это было, решение. Потом на основании Конвенции ООН против пыток было доказано, что раз Россия идет на такие подлоги, то существует более 50% вероятность, что его
подвергнут пыткам. А почему подвергнут пыткам? Потому что с него хотели выжать те деньги, то есть часть из этого миллиарда оказалась у него в кармане, из него хотели эти деньги выжать. Ну, а как в России тогда? Паяльник или еще, ну, понятно, в общем, да? Вот. Разразился скандал, потому что генеральный прокурор Соединенных Штатов обещал генеральному прокурору Российской Федерации. А тут независимый суд федеральный, причем судьей там был уважаемый судья Элис III, который рассматривал все дела крупнейшие дела в Соединенных Штатах по шпионажу. В частности, Олдриджа Эймса кейс он рассматривал и так далее. То есть судья с непререкаемым авторитетом. И вот судья на основании конвенции ООН принял решение, и нафиг летит договоренность, вообще потенциально летит договор в корзину, потому что Россия сказала, если не экстрадируете, мы его выполнять не будем. Идет в корзину договоренность между двумя генеральными прокурорами, потому что судья на основании конвенции ООН против пыток принял такое решение. Это святое. И даже президент Соединенных Штатов Америки, там было крика, шума много, вот этот офис миграционной службы, который вот это все заварил, эту всю кашу, его разогнали вообще. Ну, то есть всех людей убрали, попереводили, бог знает куда, в тьму таракань, набрали совсем новых людей. Невиданный был скандал. По этому поводу даже была очередная программа в 60 минут CBS. Это самая рейтинговая тогда программа была во всем мире. Вот что значит конвенция ООН. И вот что значит позиция Швеции. И Турция, в принципе, цивилизованная же страна. Знать она этого не может. То есть Эрдоган в данном случае, я не могу поверить, что он выступает здесь в качестве полезного идиота, который не может понимать, что Швеция не может изменить свое решение суда, принятое на основании этой конвенции. Так что будем посмотреть, что произойдет в ближайшее время. Потому что если Турция будет настаивать, вернее, не столько Турция, столько Эрдоган, и будет саботировать одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО, это будет для меня лично будет свидетельство, что он выполняет роль, ну, я скажу так, закамуфлированного агента Путина в какой-то степени. Ждать нам осталось не так долго, потому что в июне должны произойти выборы в Турции, и вряд ли Эрдоган снимет свое возражение до этого времени. Он же наверняка будет туда идти, изображая из себя такого сильного, мощного политика, который все, что хочу, то и ворочу на международной арене. Ну, а вторая дата – это очередная встреча НАТО, которая должна состояться в июле в Вильнюсе. Премьер-министр Швеции сказал в заключении своей речи: мы сделали все, что обещали, больше мы ничего Турции делать не будем, потому что это уже будет сверху того, что мы можем сделать. Поэтому, то есть он бросил перчатку Эрдогану, пусть Турция теперь решает. И вот Турция теперь должна решить. Считается, что вряд ли она это сделает до июня месяца, хотя кто его знает. До июля возможно. Возможно, будем, как говорится, посмотреть. Расмуссен выразил очередной раз надежду и уверенность в том, что Швеция и Финляндия будут присоединены к НАТО, вернее, вступят в НАТО. Как видите, вот такие битвы идут. То есть, повторяю, речь идет не о вступлении Швеции, Финляндии в НАТО. Речь идет о открытии, фактически расширении НАТО, открытии второго фронта на северо-востоке России, которое потребует отвлечения какой-то части российских вооруженных сил от границ Украины или из Украины туда, на северо-запад. Ну и нынешняя постановка вопроса в Вашингтоне о том, что не надо останавливаться перед боязнью, не надо игнорировать опасения о прямом столкновении с Россией. Если суждено, то лучше на него пойти сейчас. И на этом фоне буквально за
денек до того, как администрация Байдена объявила вот этот последний, или, как любят говорить в Украине, крайний пакет помощи Украине на 3,75 миллиарда, в Вашингтон прибыли два сенатора. Один демократ, другой независимый. Один из них, сенатор Джек Рид, председатель комитета по делам вооруженных сил. Важнейший комитет для оказания, который решает вопрос, связанный с оказанием военной помощи Украине. Другой Ангус Кинг, независимый, но душа у него и позиция его близка к демократам по оказанию помощи Украине. Он член и этого же комитета, и оба они еще члены комитетов по разведке Сената. То есть это вот влиятельнейшие люди в вопросе о оказании помощи Украине. Проводили они встречи, насколько я понимаю, с президентом Зеленским. Я почему об этом рассказываю, потому как по моим наблюдениям, хоть это произошло, они посетили буквально накануне Рождества по юлианскому календарю. То есть речь шла о 5-6 январе этого года. Но я не увидел отражения или комментариев по поводу этого визита в украинских СМИ. В Соединенных Штатах была лишь одна заметка, информация в издании The Hill. Это независимое издание, которое прежде всего освещает деятельность Конгресса Соединенных Штатов Америки и законодателей. Их поездка была связана прежде всего с вопросами контроля за помощью в области оружия, которое оказывается в Украине. Вызвана она была прежде всего, решение о последнем пакете помощи уже практически было принято, поэтому они здесь были ни при чем. Но 3 числа, как вы знаете, приступил к работе Конгресс нового созыва со всеми его опасностями для помощи Украине, о которой я вам неоднократно рассказывал. И главное, претензию, которую выдвигали те, которые желают там в Украине сейчас уменьшить эту помощь, это вопрос о том, что эту помощь невозможно контролировать эффективно. То есть опять вопрос о контроле за оружием, передаваемым Украине. Как пишет издание The Hill, поездка была вызвана тем, что республиканские законодатели выразили обеспокоенность по поводу надзора за оказанием помощи Украине, что вызвало опасения у сторонников Киева, что миллиарды долларов помощи рискуют быть урезанными при контролируемой республиканцами Палате представителей. Вы понимаете, господа, как ставится вопрос? То есть у них это пожарная поездка фактически была. В этой связи издание The Hill отмечает, что в декабре месяце в сентябрьской телеграмме, отправленной послом США в Украине Бриджит Бринк, выражалась обеспокоенность по поводу серьезных препятствий для отслеживания американской военной помощи и ее функционирования. Но посольство сказало, что оно предпринимает меры для того, чтобы решить эти вопросы. Естественно, оно должно предпринимать меры, чтобы решать эти вопросы. Но у меня вызывает вопрос. В сентябре месяце это сколько разговоров было? Я помню, поднял вопрос об этой помощи еще где-то то ли в мае месяце, то ли в июне. После этого бешеная активность всевозможных троллей, которые кричали, что все нормально, все под контролем, выступали высокопоставленные представители аппарата государственного, которые тоже кричали, что все нормально. А теперь оказывается, что все настолько ненормально, что в сентябре месяце, после всех этих воплей, дело дошло до того, что посольство США не может справиться с контролем за этой помощью. А я вам напомню, что к этому времени посольству США
военному атташе дали особое полномочие по осуществлению контроля над этой помощью. Вот оказывается, что такие условия возникли в Украине, что посольство США, страны, которая дает эту миллиардную помощь, не может справиться. Каким образом? Вот у меня вопрос, как это получается? Я не думаю, что представители посольства, военного атташата, им лень выйти на улицу или поехать куда-то и посмотреть. То есть у меня такое впечатление, что это вызвано, это единственное, чем я могу объяснить, саботажем со стороны некоторых чиновников Украины в плане оказания содействия за поставляемой военной техникой Украине. А почему это может быть? Головотяпство или что еще? Но раньше там Министерство обороны Украины 3 года не могло освоить программу, но потом министр обороны вроде заявил, что освоили. Дальше это что? Какие проблемы? Это саботаж или нет? Вот для меня это загадка. Просто загадка. Ну, сенаторы провели встречи, в том числе, если я не ошибаюсь, с Зеленским, получили заверение. Но заверение мы слышали раньше о том, что все хорошо, никаких проблем нет. Члены делегации, то есть эти сенаторы, выразили надежду, что все будет хорошо, и подчеркнули, я цитирую: «Мы находимся в центре решающего момента», имеется в виду военная ситуация в Украине. Это сказал сенатор Рид. Он высказал надежду, уверенность, что предоставление оборудования, которым нуждаются украинские силы, будет способствовать успешному завершению операции по нанесению поражения вооруженным силам Российской Федерации. Вот с этим он уехал. Он уехал, выразив эту надежду, но у меня до сих пор не покидает этот вопрос. Как вообще, в принципе, в Украине может возникнуть этот вопрос сейчас? Когда президент Зеленский едет в Конгресс, выступает перед Конгрессом с исторической речью, повторяет тезисы Черчилля и говорит, что все будет хорошо с этой помощью, и параллельно чиновники создают такие условия, когда они фактически дезавуируют его послание. Я даже не знаю, что сказать. То ли некомпетентность в соответствующих структурах украинской власти достигла таких масштабов, что люди не понимают, что от них требуется. То есть, типа, полезные идиоты. То ли это кроты, которые сидят и намеренно мешают стране получать необходимую помощь и создают условия, чтобы враги этой помощи в Конгрессе Соединенных Штатов Америки сейчас оседлали этот вопрос и выполнили свою угрозу: ни цента Украине. Я вообще так, понимаете, я смотрю так с исторической точки зрения, вот если бы это происходило в 40-е годы, в первой половине, во время Великой Отечественной войны, вот так вот случилось бы с американской помощью Советскому Союзу, я думаю, что Сталин бы расстрелял бы половину чиновного аппарата, который имеет отношение к этому всему делу. И дело как бы так наладилось, наверное. Украина демократическое государство, но все равно президент Зеленский должен предпринять какие-то шаги, потому что эти люди, которые не дают возможность американскому посольству выполнять свои функции, как от него требует Конгресс США и правительство, эти люди в чиновном аппарате – это фактически враги государства. Вот это, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Несмотря ни на что, победа будет за нами. Слава Украине и вооруженным силам. А вам, дорогие друзья,
выдержки, мужества и веры в то, что зло определенно проиграет. Оно будет повержено. До новых скорых встреч.